Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и с сегодняшнего дня я начинаю делать новогодние видео. До Нового года хоть и осталось 2 месяца, но обычно мы откладываем все на последний момент. Поэтому я вперемешку буду выставлять то цветы из бумаги, то новогодние видео. И сегодня мы с вами сделаем венок. Делается он в принципе просто. Но самое главное — это большое количество шишек. Сегодняшний мой венок выглядит вот таким образом. И знаете что? Я забыла сделать петельку для того, чтобы повесить ее на дверь. Поэтому теперь придется что-то придумать. Смотрится красиво, поэтому давайте приступать, и я вам покажу, как я его делала. За основу я буду использовать венок, который я делала еще в прошлом году. Это ветки ивы. Я решила попробовать их не переплетать между собой, а просто скрутила ниткой. И это была плохая идея, потому что сейчас без нитки он не держится, рассыпается, а склеивать и скручивать чем-то мне не хочется. Поэтому я буду использовать ее за основу. Вы же можете брать пенопластовую основу или же делать основы из бумаги. Для того, чтобы все мои природные материалы лучше держались, я обклею свою основу тканью. Или можете это делать мешковиной. У меня это, по-моему, вообще какая-то половая тряпка. Поэтому в ход идет все, что есть под рукой. И сами шишки. Самые простые сосновые шишки. Что я буду с ними делать? Я думаю, вы видели, как из таких шишек делают цветочки. Будем вырывать из шишки серединку и приклеивать. Что-то мне приспичило посидеть, повырывать серединку из своих шишек, натерла мозоли, поэтому делайте это обязательно в перчатках и удобным для вас инструментов. Я вот выкручиваю с помощью плоскогубцев, кусачек, чем я только во время работы их не выкручивала. Получаются вот такие цветочки. Шишки я брала разного размера. Единственное, нужно смотреть, чтобы шишка выкручивалась, и срезайте ее до тех пор, чтобы по высоте они были приблизительно одинаковые. Тогда и венок будет более или менее у вас равномерный. А теперь приступаем к самой сборке. Начиная тканью обклеивать сам венок. В работе я использую термоклей. Он меня никогда не подводил, поэтому пользуюсь только им. Начала я обклеивать венок изнутри, хотя удобнее это было бы делать с наружной стороны веночка. И таким образом все хорошо приклеиваем. И в этот момент не забудьте сделать петельку для того, чтобы потом свой венок куда-нибудь повесить. И все, осталось самое важное и самое длинное. Это приклеить все шишки. Во время приклеивания я старалась каждую шишку зацепить за соседнюю. Тогда, мне кажется, все шишки держатся на веночке еще более крепко. Не считала, сколько шишек у меня ушло на веночек, поэтому не знаю. Ну а сама основа веночка у меня была приблизительно 25 сантиметров.
Ну и с обратной стороны у нас все-таки будет еще виден клей. Если вас это не устраивает, вы можете сверху заклеить фетром или той же мешковиной. Смотрите сами. У меня же на двери его видно не будет, поэтому ничего с ним не делаю. Вот, обклеили наш венок. Все равно у меня получилось, что где-то чуть шире, где-то чуть уже, поэтому не страшно. В том месте, где у меня самое узкое получилось, я буду приклеивать бантик. Поэтому старайтесь делать веночек равномерно, для того, чтобы у него со всех сторон была одинаковая ширина. Теперь приступаем декорировать. Венок я хочу, чтобы у меня был блестящий. Сначала я, конечно, налила себе краски, но потом вспомнила, что недавно я делала вот такие шишки. Сверху обычные блестки. Ссылку на эти блестки я оставлю в описании. Это белые блестки, что интересно, они как будто бы такие, как с ворсиночками. Смотрится очень красиво. Сначала я налила себе белой краски. Это на тот случай, если у вас нету блесток. Можно затонировать белой краской, сделать снег. Я же буду это делать блестками, поэтому берем самый-самый обычный ПВА клей. Губкой наносим его на наши шишки. Смотрите уже, как вы хотите, сильно блестки, нет. И контролируйте нанесение клея. Посыпаю все блестками, лишнее стряхиваем. Так я делаю со всем веночком. Затем с листика лишние блестки я ссыпаю в саму баночку. Задекорировали полностью блестками веночек и оставляем сушиться. Все готово. В этот момент можно посмотреть, где какая шишка у вас торчит вверх, где вниз. Также убрать все ниточки и мусор, который окажется на вашем веночке. Теперь самое интересное — это декорирование элементами. Я буду использовать бусины. Для начала делаю бантик. Я думаю, многие уже видели, как делаются бантики на таких палочках. Я беру кусочек пенопласта. У меня расстояние между палочками 12,5-13 сантиметров. Обкручиваю ленту вокруг палочек. Затем перекручиваю сами кончики ленты и связываю. У нас получается очень красивый бантик. Обрезаю края под углом и обпаливаю. После этого приклеиваю в том месте, где у меня самое узкое место, и декорирую бусинами. И на этом веночек будет готов.
Ну а если вам понравился мой вариант, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Пока-пока!